На дне озера Лох-Несс прячется не чудовище, а тайна, которую разгадывали почти 100 лет. Звучит невероятно, но ученые наконец нашли ответ, что скрывалось в темных водах Шотландии. И правда оказалась куда неожиданнее любой легенды. Все началось не в глубокой древности, как многие думают, а в один совершенно обычный день, 2 мая 1933-го. Местная газета «Инвернес-Курьер» опубликовала короткую заметку. Супруги Маккей, владельцы небольшой гостиницы, ехали вдоль берега озера и заметили в воде нечто огромное. По их словам, оно кувыркалось и ныряло, поднимая волны, каких не бывает от обычной рыбы. Журналист, записавший историю, использовал одно роковое слово – «чудовище». И именно это слово через несколько дней разлетелось по всей Британии. Казалось бы, обычная байка, каких на берегах Шотландских озер рассказывали сотнями. Но время для нее оказалось идеальным. Как раз тогда вдоль северного берега Лох-Несс достраивали новую дорогу. Деревья вырубили, склоны расчистили. И впервые за долгие годы озеро стало видно проезжающим как на ладони. Люди смотрели на воду и начали видеть. За считанные месяцы количество свидетелей выросло с 1 до десятков. Кто то видел горб, кто-то длинную шею, кто-то клялся, что существо переползло дорогу прямо перед его автомобилем. К концу 30-летия уже гремело в лондонских газетах, и в Шотландию потянулись первые охотники за сенсацией. А потом появилась фотография, которая изменила все. В апреле 1934-го газета Daily Mail напечатала снимок, сделанный, как утверждалось, уважаемым лондонским врачом. На нем из темной воды поднималась изящная змеиная шея с маленькой головой. Снимок мгновенно окрестили фотографией хирурга, и именно он на десятилетия стал главным лицом легенды. Его печатали в учебниках, в журналах, на открытках. Миллионы людей, что в Шотландском озере действительно живет доисторический зверь. Вот только с этой фотографией было кое-что не так. И человек, который ее сделал, хранил свою тайну 60 лет, вплоть до самой смерти. Человека, чье имя стояло под самой знаменитой фотографией озера, звали Роберт Кеннет Уилсон. Он был гинекологом с солидной практикой на Харли-стрит в Лондоне, улице, где селились лучшие врачи столицы. Именно поэтому снимок и назвали фотографией хирурга. Уилсон настойчиво не хотел связывать свое уважаемое имя с чудовищем и просил не упоминать его в подписи. Эта скромность сыграла злую шутку. Она придала снимку вид неопровержимого доказательства. Ведь если серьезный доктор не хочет славы, значит ему нечего выдумывать. Так рассуждала публика. По официальной версии, Уилсон рано утром возвращался с охоты, остановился у озера, увидел движение в воде и успел сделать 4 кадра. Проявили только 2. На одном — та самая шея с головой. На втором что? То невнятное, будто существо уже погружалось. Daily Mail заплатила за снимок и раструбила о нем на всю страну. И вот тут начинается самое интересное. Многие годы скептики указывали на странности. Волны на снимке казались слишком мелкими для гигантского зверя. По длине ряби вокруг шеи выходило, что объект в воде размером всего сантиметров 30, не больше настольной лампы. Существо в 6 метров таких крохотных волн просто не оставило бы. Тогда же, в 30-е, за озеро взялись всерьез и другие люди. Газета Daily Mail еще раньше наняла охотника, следопыта Мармадьюка Уэзерелла, чтобы тот нашел монстра. И он нашел. На берегу отпечатались огромные следы, ведущие к воде. Уэзерелл торжественно сделал слепки и отправил в Лондон, в Британский музей. Специалисты изучили гипс и вынесли вердикт, от которого охотник сгорел со стыда. Следы принадлежали бегемоту. Точнее, подставки для зонтов, сделанной из засушенной ноги бегемота. Кто-то попросту прижал этой сувенирной лапой мокрый песок вдоль берега. Уэзерелла подняли на смех все газеты страны, включая ту, что его наняла, и униженный охотник затаил обиду. Он решил отомстить и Британскому музею, и легковерной публике, и газетчикам разом. План, который он придумал вместе с несколькими сообщниками, был дерзким до наглости, и связан он был именно с той самой фотографией уважаемого доктора с Харли-стрит. Уэзерелл собрал небольшую компанию своего сына Иэна, пасынка Кристиана Сперлинга, тот отлично управлялся с руками, и еще пару знакомых. Идея была проста и оттого гениальна. Раз публика хочет монстра,
публика его получит. Но подделка должна быть такой, чтобы в нее поверили самые серьезные люди. Сперлинг взял игрушечную подводную лодку, обычную заводную субмарину, какие продавались в магазинах игрушек. К ней он приладил вылепленную из пластичной древесной массы голову и длинную изогнутую шею. Получилась миниатюрная модель высотой сантиметров 30. Ровно та величина, что потом и выдали предательские волны на снимке. Конструкцию испытали в пруду в саду. Подправили балласт, чтобы она держалась в воде ровно, и повезли на озеро. Спустили модель у берега, дождались нужного момента, сделали снимки. Все заняло считанные минуты. По легенде, когда кто-то из компании заметил приближающегося смотрителя водного хозяйства, Уэзерл наступил на игрушку ногой и утопил ее. И она до сих пор где-то на дне Лох-Несс, если верить участникам. Оставалось главное — протолкнуть снимок в прессу так, чтобы никто не заподозрил обиженного охотника. Тут и пригодилась цепочка посредников. Пленку передали через знакомого по имени Моррис Чемберс, а тот вышел на доктора Уилсона. Именно респектабельный врач с Харли, Стрит, должен был стать лицом мистификации. Уилсон согласился отнести снимок в аптеку на проявку, а затем предложить его Daily Mail, не называя своего имени напрямую. Расчет оправдался идеально. Авторитет доктора превратил детскую игрушку в научную сенсацию. Газета проглотила наживку. Никто не стал измерять волны, никто не задумался, откуда у гинеколога оказался фотоаппарат наготове в 6 утра на берегу глухого Шотландского озера. Снимок ушел в тираж, а через него — в вечность. Мармадюк Уэзерл получил свою месть, но насладиться ею публично так и не смог. Признаться означало снова стать посмешищем, поэтому все участники молчали. Молчали десятилетиями. И правда о самой известной фотографии 20 века всплыла лишь тогда, когда почти все свидетели уже лежали в могилах. А один, самый последний, решил заговорить перед смертью. Тем временем легенда жила своей жизнью, и с каждым десятилетием обрастала все более серьезными сторонниками. Если в 30-е монстром занимались газетчики и охотники за сенсацией, то к 60-м за дело взялись люди с учеными степенями, техникой и деньгами. В 62-м несколько энтузиастов основали бюро по изучению феномена Лох-Несс. Звучит солидно. И работали они всерьез. Летом бюро выставляло вдоль берега дежурные посты с мощными камерами на длиннофокусных объективах и целыми днями следило за поверхностью воды. За несколько сезонов накопились сотни часов наблюдений и десятки пленок с чем? То, что двигалось в воде. Но ни один кадр так и не дал четкого ответа. Вечно то слишком далеко, то слишком мутно, то похоже на волну от лодки. Тогда решили, что глазу верить нельзя, и позвали технику посерьезнее. В 70-е за озеро взялась команда из Академии прикладных наук в Бостоне под руководством Роберта Райнса, юриста и изобретателя, одержимого идеей найти чудовище. Его люди опустили в воду гидролокаторы и подводные камеры со вспышкой, настроенные срабатывать при любом движении рядом. И вот тут случилось то, что снова взорвало прессу. В 72-м сонар зафиксировал крупный движущийся объект, а камера в тот же момент сделала снимок. После компьютерной обработки на нем проступило нечто похожее на ромбовидный плавник огромного размера. Райнс назвал его флиппером и заявил, что это конечность неизвестного крупного животного. Воодушевленные ученые дали существу даже официальное латинское имя — Nessiterus rhombopteryx. Правда, у этого красивого названия был неожиданный изъян, который заметили уже потом. Буквы в нем можно было переставить так, что складывалась фраза «Monster Hoax by Sir Peter S». Чудовищная мистификация от сэра Питера С. Совпадение или чья-то шутка, спорят до сих пор. А позже выяснилось, что и знаменитый снимок плавника был серьезно улучшен при обработке. Ретушеры дорисовали четкие края тому, что на исходном кадре было бесформенным мутным пятном. Наука, которая должна была наконец разобраться с легендой, сама подлила масло в огонь. И озеро продолжало хранить свой главный секрет все глубже. К 80-м стало ясно, раз с берега из камер толку мало, надо прочесать само озеро целиком, от края до края, метр за метром. И в 87-м за это взялись с размахом, которого Лох-Несс еще не видел. Операцию назвали Deep Scan. Через все озеро выстроили в шеренгу 20 катеров, каждый со своим гидролокатором, и они двинулись единой стеной
прочесывая воду сплошным веером сонарных лучей. Идея была в том, что если в глубине прячется что-то большое, у него просто не останется места, куда спрятаться. Эхолоты покрывали толщу воды сплошным барьером. Стоит понять, с чем имели дело. Лох-Несс — это не просто большое озеро. Оно тянется почти на 37 километров, а глубина местами превышает 230 метров. Воды в нем больше, чем во всех озерах Англии и Уэльса вместе взятых. И вода эта почти черная. Из окрестных торфяников в нее веками стекает взвесь, которая красит ее в цвет крепкого чая и глушит свет уже на нескольких метрах глубины. Именно поэтому подводные камеры почти всегда возвращались с бесполезными кадрами. В такой мгле не видно ничего. Дипскан прошел озеро насквозь, и сонары действительно засекли 3 странных контакта в глубине, объекты крупнее рыбы, движущиеся, которые не удалось объяснить сразу. Организаторы честно признали, что не знают, что это было. Пресса, конечно, снова закричала о монстре, но никаких стад чудовищ, никаких огромных существ, прячущихся на дне, экспедиция не нашла. А ведь по логике их должно было быть много. Одно животное не может существовать в одиночку столетиями, чтобы популяция плезиозавров или кого угодно еще дожила до наших дней. В озере должны были постоянно жить десятки особей. Они бы плодились, умирали, всплывали. За 100 лет на берег вынесло бы хоть одну тушу, хоть один скелет, хоть кость. Не вынесло ничего. И это ставило перед охотниками за монстром неудобный вопрос, от которого нельзя было просто отмахнуться. Если в озере веками кто-то живет, где хоть одно тело? А если тел нет, то что тогда десятилетиями видели тысячи вполне вменяемых людей на берегу? Ответ начал складываться из мелочей, которые сами по себе никого не убеждали, но вместе рисовали ясную картину. И первой ласточкой стала простая инженерная деталь. В 2001-м исследователь Адриан Шайн, посвятивший озеру не одно десятилетие, обратил внимание на связь между наблюдениями и той самой дорогой, что расчистили в 1933-м. Волна свидетельств поднялась ровно тогда, когда по новому шоссе поехали автомобили, а машина, идущая вдоль воды, оставляет отражение фар, поднимает пыль, и с определенного угла кильваторный след от лодки, катящаяся волна и игра света складываются в фигуру с горбом и шеей. Мозг человека достраивает остальное. Он вообще обожает видеть знакомые силуэты там, где их нет. Дальше пошли настоящие туши. И вот они, то объясняли многое. Со дна и с мелководья время от времени всплывали крупные бревна, стволы деревьев, пропитанные торфяными газами. Дерево из окрестных лесов, попав в холодную бескислородную воду, лежит на дне, постепенно набирает газ от гниения, а потом всплывает, темное, блестящее, порой с торчащими сучьями, похожими на шею и голову. Оно всплывает медленно, дышит на поверхности и снова уходит вниз. Именно шотландская сосна дала легенде добрую часть ее горбов. Нашлось объяснение и для крупных сонарных контактов. В озере действительно водится очень большая рыба. Лосось, форель, а главное — огромные европейские самы и осетры, которые могли заходить сюда из моря. Взрослый осетр достигает нескольких метров. У него костяные гребни на спине и вытянутая морда. Силуэт, от которого у любого свидетеля перехватило бы дыхание. Но самое остроумное открытие касалось температуры. В такой глубокой и холодной воде постоянно случаются температурные инверсии. Слои разной плотности искривляют свет над поверхностью, работая как природная линза. Из-за этого далекая лодка или птица на воде кажутся то вытянутыми в длинную шею, то приподнятыми над водой, будто плывет нечто огромное. Мираж на озере — вещь совершенно реальная и хорошо изученная. Каждое объяснение по отдельности можно было оспорить. Но чтобы поставить точку раз и навсегда, нужен был метод, который не спрашивает свидетелей и не гадает по мутным снимкам. Метод, который видит то, чего не видит ни один сонар и ни одна камера. Этот метод придумал новозеландский генетик Нил Джемел из университета Отага. В 2018-м он привез на Лох-Несс идею, которая перевернула всю столетнюю охоту с ног на голову. Никаких сонаров, катеров и камер. Только ведро воды. Суть в том, что любое живое существо постоянно теряет частицы себя – чешую, кожу, слизь, экскременты, обрывки клеток. Все это плавает в воде в виде микроскопических следов ДНК,
которые ученые называют средовой ДНК. Зачерпнув воду и отфильтровав ее, можно прочитать генетический паспорт всего, что жило или недавно проплывало в этом месте. Рыба, птица, олень, пришедший на водопой, человек, искупавшийся у берега. Все оставляют свою метку. Если в озере действительно живет крупное неизвестное животное, оно физически не может не наследить. Команда Джемила взяла 250 с лишним проб воды по всему озеру с разных глубин, от поверхности до самого дна, от одного края до другого. Каждую пробу профильтровали, выделили ДНК и прогнали через базы данных, где хранятся генетические профили тысяч известных видов. Работа шла почти год, и вот что нашли. В воде оказалось больше 3000 разных биологических видов, от бактерий и растений до рыб и млекопитающих. Огромный, богатый, живой мир. Ученые обнаружили ДНК угрей, лосося, щуки, множество мелких обитателей, следы людей, собак, коров, оленей и птиц с окрестных берегов. Но чего не нашли, оказалось важнее всего найденного. Ни единого фрагмента ДНК рептилии. Ни одной молекулы, которая могла бы принадлежать плезиозавру или любому другому доисторическому пресмыкающемуся. Никаких крупных неизвестных хищников, никаких огромных амфибий, ничего, что не укладывалось бы в обычную фауну холодного Шотландского озера. Гипотеза о выжившем динозавре, державшаяся почти столетие, рассыпалась от одного анализа воды. Джемил мог бы на этом остановиться и объявить легенду мертвой. Но, разглядывая результаты внимательнее, он заметил одну странность в данных. Деталь, которая не доказывала существование монстра, но и не позволяла закрыть тему просто так. В пробах было кое-что, что неожиданно объясняло, откуда вообще взялись рассказы о змеиной шее, поднимающейся из черной воды. Странностью оказались угри. Их ДНК была буквально повсюду, почти в каждой пробе, взятой в любой точке озера, на любой глубине. Генетический сигнал угря оказался одним из самых мощных во всем наборе данных. Это означало, что в Лох-Несс живет колоссальное количество европейского речного угря. Их там, судя по всему, огромная популяция. И тут Джемил вспомнил старую идею, которую раньше выдвигали как шутку. Что если монстр — это просто очень большой угорь? Мысль звучала натянуто, пока не легла на его собственные данные. Угорь — существо с длинным змеевидным телом, темной блестящей кожей. Он извивается в воде именно так, как описывали свидетели ту самую шею, что то поднимается, то уходит вниз. Если представить угря необычайно крупных размеров, картинка легенды складывается почти идеально. Обычный европейский угорь вырастает где-то до метра, максимум чуть больше. Но угри — существа странные. Они рождаются далеко в Саргассовом море, личинками дрейфуют к берегам Европы, поднимаются в реки и озера, живут там годами, а иногда десятилетиями, а потом уходят обратно в океан на нерест. И бывают случаи, когда отдельная особь по каким-то причинам не уходит, остается в пресной воде куда дольше срока и продолжает расти, становясь настоящим гигантом. Джемил честно оговорился, его метод не измеряет размер животного. ДНК одного огромного угря и ДНК тысячи обычных выглядят в пробе одинаково. Доказать, что в озере плавает угорь, переросток длиной в несколько метров, анализ воды не может. Но он и не опровергает такую возможность, в отличие от версии с рептилией, которую данные убили наглухо. Так из всех объяснений, накопленных за век, именно угорь оказался единственным живым кандидатом, которого наука не смогла вычеркнуть. Ни выживший динозавр, ни пришелец из глубин, ни реликтовое чудовище, а знакомая рыба, которую веками ловили и ели по всей Шотландии, только необычно большая. Оставалось понять, насколько эта версия правдоподобна на самом деле, и не окажется ли, что и она разобьется о простую арифметику, как до нее разбилась легенда о плезиозавре. Проверку арифметикой версия угря прошла, но не без оговорок. И вот тут картина сложилась окончательно. Другая группа исследователей взяла многолетние данные о том, сколько угрей вообще ловили в Лох-Несс, и посчитала вероятность встретить особь гигантского размера. Вывод получился отрезвляющим. Даже при огромной популяции шанс, что в озере плавает угорь длиной хотя бы в метр, ничтожно мал. А угорь в 6 метров — существо за гранью всего, что наука когда-либо видела. То есть монстра, угря почти наверняка нет. И все же именно угорь остался единственным объяснением, которое честная наука не смогла вычеркнуть полностью. Не потому, что он существует.
а потому что данные о нем хотя бы не противоречат самим себе. Все остальное – плезиозавр, реликтовый зверь, неизвестный хищник – анализ воды перечеркнул начисто. Вот он, ответ на вопрос, который висел над черной водой почти 100 лет. На дне Лох-Несс не прячется чудовище. Там прячется механизм, который срабатывал снова и снова, холодная торфяная вода, что глушит свет и не дает ничего разглядеть, всплывающие сосновые бревна, с шеями из сучьев огромные рыбы и осетры, мелькающие у поверхности миражи, растягивающие лодки в змеиные силуэты, кильватерные волны от катеров и человеческий мозг, который из любого намека достраивает знакомую фигуру. А поверх всего этого — подделки. Игрушечная субмарина с вылепленной головой, ставшая символом легенды. Подрисованный плавник. Слепки ноги бегемота. Тайна. Лох-Несс оказалась не про биологию, а про людей. Про то, как одно слово «чудовище» в провинциальной газете, новая дорога с видом на воду и обиженный охотник запустили миф, который пережил всех своих создателей. Про то, как хочется верить, что в темной глубине рядом с нами живет что-то великое и древнее. Роберт Уилсон, тот самый доктор с Харли-стрит, до конца жизни не сказал ни слова правды о своем снимке. А Кристиан Сперлинг, пасынок Уэзерелла, тот, чьи руки лепили голову монстру, дожил до 90 лет. И в 93-м, за считанные месяцы до смерти, он, наконец, решил рассказать все. Двум журналистам, Дэвиду Мартину и Алистеру Бойду, которые годами копали историю фотографии хирурга, Сперлинг рассказал все, как лепил голову, как крепили ее к игрушечной субмарине, как утопили модель у берега. «Это чудовище из пластичной массы», — сказал он. Их разоблачение вышло в марте 94-го, ровно через 60 лет после того, как снимок впервые появился в газете. Спустя несколько недель Сперлинг умер, унеся с собой последние подробности одной из самых успешных мистификаций века. Казалось бы, после такого признания и после генетического анализа легенде конец. Но случилось ровно наоборот. Разоблачение фотографии хирурга почти не сказалось на потоке туристов. И результаты ДНК исследования тоже. Сегодня вокруг Лох-Несс выстроена целая индустрия. Каждый год к озеру приезжает больше 1 миллиона человек. В деревне Драмнадрахит работают сразу 2 конкурирующих музея монстра. Вдоль берега торгуют плюшевыми Несси, магнитами, кружками и открытками с той самой поддельной шеей. Экономике Шотландии озеро приносит десятки миллионов фунтов в год, и все это на существе, которого, как теперь известно, никогда не было. Более того, официальный реестр наблюдений ведется до сих пор. Люди продолжают исправно сообщать, что видели горб или странное движение в воде. Счет этих записей давно перевалил за 1000, и новые добавляются каждый год. В базе аккуратно фиксируют дату, имя свидетеля и описание того самого механизма из бревен, волн и миражей, который наука разложила по полочкам. Это не отменяет ничуть. А та маленькая субмарина с вылепленной головой, если верить Сперлингу, так и лежит где-то на дне, придавленная у берега, неподалеку от Инвернесса. Ее никто никогда не искал всерьез и не поднимал. Самое знаменитое чудовище планеты размером с настольную лампу до сих пор покоится в черной торфяной воде, ровно там, где его утопили весенним утром 1934-го, чтобы не заметил проходящий мимо смотритель.